И вот, ребята, среда 15. И вот сейчас 7:30. Вот, пожалуйста, ребята, на сегодняшнюю секундочку сколько ветра у нас. Вот. И как можно голубей поднимать такое утро? Но я все-таки стараюсь поднимать каждое утро, потому что если их не поднимать по утрам, то летом и весной иного нет времени. Днем уже жарко. Днем уже жарко. Видите, 24, 23, 24, 22. И голубята будут не обгонены. То, что я буду делать так, как считаю нужным. А результат будет само собой. Я вам все время это показываю. Так, а сейчас посмотрим на голубей, ребята. Это о чем говорит? Вы думаете, что это супер голуби, да? Это что, вы думаете, супер голуби? Нет, ребята, там ветер есть. Вот и верь этим синоптикам. Там ветер есть. Здесь полнейший штиль. А там есть ветер, ребята. Там ветер есть. Без никаких сказок. Голуби так стоять. Ну хотя бы они не стоят, но так себя вести не будут спокойнее. При штиле это... Так, там два. Там два. А вот летает, вот, что покажу. Молодежь, ребята. Это все молодежь. Этого года. Вот. Молодой. Жаль, не могу долго снимать. Я сейчас еще хочу найти. Еще где-то два. Выхожу, а двоих не вижу. Может, они сели? Это молодые, они быстренько садятся. Молодые быстро садятся. Вот, пожалуйста, вам. Жаль, надо уезжать. Не могу снимать долго. Вот так вот покажу. Вот вы видели, вы свидетели. И такое у меня часто бывает. А вон еще два голубка подходят. Вон они, да. Вон. Ребята, все молоденькие. Только первые подкидывают. Вот, видите, тыняется. Ребята, поднимались безобразно. Вы это понимаете тоже. Поднимались безобразно. Почему погнал в ноль? А когда ждать? Хотя бы 3 метра, а? Через месяц? А потому что голубят будут не обгонены? Не, ребята. Я буду делать так, как считаю нужным. А появятся ветры, и голуби будут себя нормально вести. Это я вам даю гарантию. Это я вам даю гарантию. А пока хоть есть ветер, нету ветра, я поднимаюсь в 6 утра, вот так пол-шестого, в 6, 6:30 голубей поднимаю молодых. Не всех, конечно. Ну, скажу так, кто едет на голубидром, тех желательно не трогать. Это вам совет. Потому что они сейчас, когда выскочат у вас там на голубидроме, сразу начнут искать дом родной. И сейчас это получится, вот не профессионалы сразу сочтут, что это неправильно. Вот. Ну все, ребята, побежал на работу, потому что опаздываю. Уже опаздываю. Вот, пожалуйста. А там ветер есть. Там есть ветер. Кто бы что ни говорил бы, а ветры разные, что в 100 метрах над землей и в 600 метрах над землей. Бывает одинаково, но, как правило, разные. Это я уже на своей практике убедился уже годами. Видите, вот, пожалуйста. А там ветерок есть, потому что не держатся на нем как-то. Все молодые, ребята, все молодые. Вот садятся еще два, есть совсем маленькие.
Вот садятся ниже. Видите, вот эти внизу бродят. Пожалуйста. А те там стоят. Здесь ветра нету. Здесь ветра нету, действительно. Кто-то там написал мне уже испорченный. Ребята, еще не испорченные. Еще не испорченные. Вот когда они просидят у меня лето, будут ждать ветра, чтобы я их поднял, вот тогда они будут испорчены. Вон, пожалуйста, обганивались все одинаково, видите, вот. Обганивались все одинаково, пожалуйста. Когда ветер есть, голуби нормально себя ведут. А когда ветра нету, вот так себя ведут. И это, и то, это нормально. Это нормально. Я сейчас, эти голуби я сейчас посажу. Сейчас покажу, как они вот. Видите, вот. Вот полет полный стиль. Я вам показал ветер. Вот полный стиль. Садятся. Они сейчас долго не летят. Молодые как и не должны лететь. Они сейчас так. Высоко поднимаются, быстро высоко поднимаются. Там постоят, ну сколько, ну минут 30, ну 40 может быть. Если бы я занялся бы хорошим тренингом, таким прессингом, летали бы лучше, но я немножко еще нет. Не очень нажимаю. Вот видите, вот. И нормально себя чувствую. Ну, это молодежь. Так, а те голуби вон, пожалуйста. Те голуби вон. Так что фокусы, когда показывают листья деревьев, и потом показывают и говорят, что там нету ветра, ребята, это не всегда правильно. Не всегда так. Бывает так, но не всегда. Как правило, там ветер всегда есть. Но я определяю, туда метров может быть, ну, я думаю, что 498 есть метров. Все, ребята, побежал. Всем хорошего дня. Так, сейчас, ребята, покажу, найду. О, есть, нашел. Есть. Ну, было трое, я сейчас уже все, я уже уезжаю. Осталось двое вверху. Вот. Вот, хорошо. Вот, пожалуйста, ребята. 1,3 ветра. Это только внизу. А там ветер есть. А там ветер есть. А там ветерок вверху есть. Так что это не показатель. Ни табло интернета, ни листья на дереве. Там ветерок есть. А как туда добраться, конечно. Как туда добраться, это уже... Что, ушел и потерял? Найду сейчас. В синем небе искать тяжело, а если небо такое вот в некоторых облачках, найти легко. Ну, относительно легко. Сейчас. Они там. Оп, нашел, хорошо. Так, я двоих вижу, вот. А третьего, третий, не знаю, где третий, вы знаете. Сейчас попробую третьего отыскать. Третьего не вижу, ребята. А может, он уже сел? Может, он уже сел, пока я там бегал. А может, вот он уже сел? Я не знаю, кто там был. Молодежи было штук 6 сверху, я или 5, где-то так вот. И кто из них сел, кто из них летает, я говорю, что я еще не узнаю. Они мне еще не узнаваемы. Я их еще не узнаю. Вверху не узнаю. Все на одно лицо. Может быть и сел, потому что он был ниже.
Наверное, все. Ну все, ребята. Все. Высоко голуби. Хорошо стоят. Хорошо стоят. Вот голубь беспарный отбивает эту голубочку. Эта голубочка живет на доме, и он ее отбивает. И я чувствую, что он ее уже отобьет. Он ее отобьет. Он ее отобьет. Ну ладно, пусть. Пусть живут по любви. Они оба летуны хорошие. Голубочку меньше трогал после линьки, а голубь отлетал уже и до, и после. Я их, наверное, разрешу им. Пусть остаются в паре. Так, ну что, еще раз показать и все, и ехать. А вот ее голубь, вот, пожалуйста. Вот ее голубь. Видите, смотрит. Ревнует. Вот. Вот она пошла. А он за ней, видите, синий вон. Не дает. Не отдает голубочку. Он к ней уже привязался, все. Не отдает уже ее. Молодое. О, это, кстати, молодое. Это голубенок, сын этого синего. Это сын. Это сын синего. Так, где же голуби? Высоко голуби, ребята. Высоко голуби.